Здравствуйте! Сегодня я начну с того, что задам вам много вопросов. Скажите, вы любите интересные истории? А дети, которые занимаются русским языком, они любят интересные истории? Скажите, а им будет интересно почитать что-то? Ведь у нас только учебные тексты получаются. Русский язык у них очень слабый еще. Так есть что-то интересное? Да, интересное есть. И я вам сейчас расскажу об этом. Тем детям, которые только начинают учить русский язык, очень помогают истории в картинках или комиксы. Сегодня я расскажу про комикс «Темный след». Это история о том, как мальчики помогли собаке вернуться домой. Знакомьтесь, его зовут Рекс. Привет, Рекс! Собака крашеная. Что-то здесь не так. Ты думаешь? Это он? Это у него ты купил собаку? Да. Он крадет собак? Уходите! Вам понравилось? Еще я хочу вам сказать, что эта история не выдуманная. Она произошла на самом деле с моим младшим братом. Комикс у нас есть в двух вариантах. Один вариант – это отдельная книга. Она цветная, там много картинок. И она большого формата – 22 на 28 сантиметров. Второй вариант – это часть учебника «Сорока 3». Вот у нас учебник «Сорока 3». И здесь вы увидите комикс сразу. К «Сороке 3» есть книга для учителя. И в книге для учителя вы найдете подробные рекомендации о том, как работать с комиксом. То есть получается, у нас с одной стороны просто отдельная книга, и второй вариант – это полноценное учебное пособие, по которому можно изучать русский язык. К нему есть аудио, они также доступны бесплатно на моем сайте sorokam.com. И есть поурочные методические рекомендации в книге для учителя «Сорока 3». Давайте я вам покажу кое-что из этих рекомендаций. Страница 17. Какие вопросы по картинкам можно задать? Кто на картинке? Мама и сын. Где они находятся? На улице. Где они были? В магазине. Где они живут? В большом городе, в большом доме. У мальчика есть собака? Нет, у мальчика нет собаки. Мама покупает собаку? Нет, мама не покупает собаку. Возможно, и другие варианты ответов, так как дети рассматривают картинку и комментируют ее в соответствии со своими представлениями о жизни и со своим опытом. Можно добавить вопросов, которых нет в книге для учителя, например, какое объявление читает мама, почему она не купит это пианино, и какие объявления висят на доске. Дальше. Какие ситуации можно обыграть? Объявление о покупке-продаже, чего угодно. Объявление о пропаже домашнего животного. Возвращение из магазина, что купили, что забыли купить. На что обратить внимание? Обратите их внимание на доску объявлений со словами «пропала собака». Это ключевые слова всего комикса. Итак, что у нас? У нас две книги «Сорока 3» с комиксом, методические рекомендации. У нас есть отдельная книга, комикс издан отдельной книгой, которую можно подарить. Например, бабушка может подарить на праздник своим внукам. Но можно комбинировать, можно брать комикс и использовать рекомендации из книги для учителя для работы с комиксом. Ну и, конечно, аудиофайлы. То есть все ограничивается только вашими возможностями и вашим воображением. Давайте расширять эти границы. Всего вам хорошего!